Это, опять же, особенности строения черепа, поэтому здесь линии будут идти вот таким образом. Посмотрите на то, как падает тень от носа. Самая освещенная — это нижняя губа. Приветствую, друзья! Рада снова оказаться на канале у себя, выпустить видео. Сразу говорю, что это видео будет импровизированное полностью, потому что я не готовилась к нему. Почему я не готовилась, об этом я могу рассказать в ближайшую минутку-две. А кому не интересно, можете сразу переходить к следующей метке и приступать к работе. А пока пара слов о том, где и что я. Я сейчас начала работать педагогом по цифровой живописи и компьютерной графике, и на это уходит у меня большое количество времени и сил. Поэтому ведение социальных сетей у меня ушло на дальний план, в дальний ящик. А почему я решила вернуться в строй и записать новое очередное видео? Во-первых, это возложенные на меня обязательства, которые я взяла на себя, запустив видеокурс. То есть у меня уже вышло 2 урока на канале, 2 я выпустила и планировала это продолжение делать. Это же не все, там еще много чего должно было быть. Вот, поэтому это меня внутри приближало к тому, чтобы все-таки записать другие уроки. Вот, а последней каплей к тому, чтобы записать видео, стала ситуация, когда на днях я прокомментировала публикацию одного из подписчиков в Инстаграме, на что он мне ответил: «Ой, прости, я от тебя уже отписался, я думал, аккаунт уже мертвый». Да, так тоже бывает, оказывается, и я такая думаю, ну что ж, надо оживать, вставать из могилы. Поэтому мы с вами сегодня рисуем. Рисуем мы с вами вот такую вот девушку. Не знаю, что получится. Вы видите, что получилось. Я не вижу, не знаю. Надеюсь, что все будет в порядке. Хорошо. А еще у меня сейчас очень много времени. Поэтому я надеюсь, что это все будет быстренько и вкусненько. Ну что, поехали. Как всегда, чтобы начать, мы открываем наш референс, по которому будем рисовать. В качестве референса я выбрала фотографию фотографа Джоанны Кустры. Очень красивая девушка, мне нравится колорит этого фото. Рыжие волосы, красноватые, хорошо сочетаются с синеньким фоном. Поэтому это мы тоже не будем терять во время нашей работы и даже усилим. Давайте как раз таки этим и займемся сейчас. Откроем настройки. Давайте немножко рыжий сделаем более насыщенным. Так. Давайте тут глянем. Вот, тут мы чуть желтенького добавили. Хорошо. Стала она более теплая. Так, мне больше нравится. Далее. Выборочная коррекция цвета. Цвета, допустим, красные. Посмотрим сначала. Угу. Красного больше. Пурпурного. И черный, чтобы сделать их более насыщенными. Смотрим. Нет, слишком много какая-то фиолетовая стала. Угу, я поняла, что нам надо сделать. Цветовой тон, насыщенность. Цвета красные. И
Еще мне бы хотелось сделать поярче глазки и сделать их, чтобы они контрастировали с цветом волос. Для этого мы перейдем к слою фона. По техническим причинам у меня не записался момент, когда я редактировала глаза, поэтому давайте я его сейчас объясню вам еще разок, чтобы вы видели, как делать. Смотрите, глаза я хотела бы сделать чуть понасыщеннее, повыразительнее, именно цвет. Для этого берем инструмент лассо, подъезжаем поближе и выделяем область нашей радужки. Можно вместе со зрачком. Вспоминаем. Зажимая Shift, мы добавляем области к выделению, а Alt мы убираем область. Также с Shift переходим ко второму глазику. Далее кликаем правой кнопкой мыши по выделению и нажимаем скопировать на новый слой. Это мы проделываем с фоновым слоем. Теперь применяем во вкладке коррекция цветовой тон насыщенность и делаем так, чтобы он был прикреплен к нашему слою с глазами. Теперь меняем. Смотрите, я сейчас буду менять цвет, и вы видите, что цвет меняется только у глаз. Так, теперь продолжаем нашу историю, и я возвращаю вас к тому процессу, который я вела изначально. Далее мы выбираем в этой вкладочке определенные цвета. Пусть будут голубые. Чтобы увидеть, насколько этого цвета у вас много или мало, можете сделать просто резкий очень скачок значений. Тогда вы увидите разницу. Глядите на наши глаза. Видите, этого цвета у нас не так уж и много. Поэтому давайте возьмем другой. Пусть будет зеленый. Зеленого тоже не так уж и много. Синий. Вот, смотрите, как засияли глазки. В принципе, здесь можно сделать довольно-таки ядреное значение, потому что качество фото не такое уж и идеальное. И когда мы в дальнейшем будем смазывать, здесь этих пикселей чересчур насыщенных видно не будет. Да, нам еще надо будет не забыть изменить количество DPI на нашей работе. Так, ну как вам такие глазки? Засияли? Мне не нравится, что блик белый, но это мы тоже опять же исправим. Ну-ка, если прикрыть блик, я думаю, неплохо. Оставим так. До и после. Весьма неплохо. Давайте сольем наши слои. Изображение. Размер изображения. Пикселей на дюйм 300. Нет, давайте не будем нагружать наш компьютер. Сделаем 150.
Мгм. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно сделать дубликат слоя. И на этом слое микс с кистью, который находится у нас вот здесь, мы будем миксовать наши цвета. Чтобы обработать лицо, нужно знать чуть больше, чем то, как выглядит форма простых предметов. Допустим, когда мы с вами рисовали авокадо, и я вам говорила, что мы делаем мазки по форме, там было понятно и просто. Авокадо овальный, значит мы делаем описывающий овал мазки. Но лицо это не просто фрукт или овощ, у которого есть ровная поверхность. У лица есть выпуклости и вогнутости, поэтому давайте мы сейчас внимательно рассмотрим, как у нас идет форма. На данном фото мы можем хорошо видеть тени и свет. Допустим, здесь на лбу есть вот эта вот область тени. Это опять же особенности строения черепа, и их тоже нужно учитывать. Поэтому, когда мы работаем микс с кистью, мы идем по ним, по их форме. Там, где свет, мы его тоже не теряем, оставляем. И здесь также вертикальные мазки. Угу. Дальше. Давайте мы с вами посмотрим внимательно на Давида. Глядите. Вот здесь у нас идет скуловая косточка. То есть давайте поближе покажу. Видите, вот здесь вот вниз к носогубной складке опускается тень. Потому что здесь идет скуловая косточка. Вот она выпирает. Можете у себя потрогать на лице, она у нас у всех есть. На данной модели мы также смотрим эту косточку, находим ее и, может быть, даже подчеркиваем, растягивая свет в эту сторону. Также по этой косточке пролегает у нас рефлекс, который мы также сохраняем. Рефлекс очень обогащает палитру, поэтому по нему мы тоже проходимся, стараясь не списывать, а продолжать. Опускаемся вниз к челюсти. Эта зона одна из сложных, поэтому прежде чем ее объяснять, давайте я объясню более понятные моменты. Например, нос. У носа есть у нас перегородка, которая идет, так сказать, прямо на зрителя. По ней мы проходимся по форме. Далее кончик носа, который находится ближе всего к зрителю, и он должен быть контрастным. То есть, если рассуждать с точки зрения академического рисунка и живописи, то что ближе к зрителю, оно должно быть более контрастное, потому что его видно больше всего, лучше всего. И по закону воздушной перспективы, то, что дальше от нас, то становится более рассеянным. Поэтому вот эту тень мы также подчеркиваем. И яркий блик, мы его потом тоже
немножко усилим. Давайте я немножко порисую на этой модели и покажу, как происходит форма образования лица. Итак, мы остановились на носике. Здесь идет форма перегородки. Боковые перегородки, они идут немножко под наклоном. Поэтому здесь линии будут идти вот таким образом. Далее, как я уже сказала, носик, кончик носа. Здесь у нас будет находиться тень. Выше него свет. Здесь можно сделать контраст, то есть очень яркий блик. И здесь уже посильнее тень. Но не переусердствуйте, конечно же, во всем нужно знать меру. Крылышки носа. Так, крылышки. А крылышки от носа? Да, все правильно. Забыла, что такое крылышки. Здесь находится тень. Дальше на нее немного падает свет. Но свет здесь не такой яркий, как здесь. То есть тут уже свет рассеивается, и вот на этих крылышках свет уже будет меньше. И также по тому же принципу, по которому я вам только что объяснила, чем ближе к нам находится какой-то объект, какая-то область, тем она контрастнее, тем больше контраста между светом и тенью. Здесь должно быть меньше контраста, потому что это уже второстепенная область. Первостепенный здесь кончик носа. Смотрите, свет у нас идет, не забываем откуда. Источник света находится с этой стороны, даже чуть повыше. Где-то вот здесь у нас источник света. И лучики от него исходят вот таким образом. То есть с этой стороны у нас лицо будет больше освещено, чем вот с этой. Здесь будет тень более активная на этой половине, здесь менее активная. Но тем не менее, несмотря на то, что свет падает с этой стороны, все-таки мы видим, что вот эта перегородка, она более светлая. Вы тоже сделаете ее более светлой, потому что это, опять же, будет формировать форму вашего портрета. Далее у нас идут отверстия в носу. Их не нужно делать слишком темными, потому что это никому не нужно. Это не такая уж важная часть, чтобы делать ее очень насыщенной. Но показать ее нужно. Далее вот эта вот складочка. Тоже смотрим. Здесь идет вовнутрь форма, загибается. Потом вот такая вот возвышенность. Вот эта вот возвышенность. И здесь небольшая возвышенность. Но так как свет падает с этой стороны, эта часть будет больше освещена, чем эта. Затем, так, я немножко сотру. Вот. Отсюда идет у нас свет на верхнюю губу. Но здесь не нужно делать очень насыщенную контрастную тень. Это опять же не главное. Здесь небольшая тенька. Тут пошел свет по верхней губке. И чем дальше к теме, к тени, тем он больше растворяется. Наш свет. Далее здесь небольшая тень. Контур мы не делаем слишком контрастный, потому что свет у нас не настолько сильный, чтобы был такой контраст. В общем, смотрите здесь. Я подсвечу нашего Давида, вы увидите все сами. Посмотрите на то, как падает тень от носа. Здесь получается тень контрастная, потому что очень яркий направленный свет.
В данном случае свет более рассеянный, и теньку мы делаем везде, не только от носа, а везде мы делаем растворяющуюся. Вот эта область. Здесь более сильный перепад, чем вот здесь, допустим, да? Поэтому свет здесь падает меньше, и тень становится более темная. Здесь более глубокая область, нежели, допустим, на кончике носа. Поэтому здесь тоже довольно-таки темная часть. Обратите внимание на складки между верхней и нижней губой. Они тоже довольно-таки темные. Все по той же причине недостаточного количества света. Складки на веках также у нас темные. И обратите внимание на это веко. Самая светлая часть находится ближе к свету. То есть чем ближе к свету, тем она светлее. И еще такой момент хочу отметить. Смотрите. Тут у нас есть рефлекс на ресницах. То есть ресницы, несмотря на то, что они находятся в тени, но здесь, как и на скуловых косточках, на височной косточке, есть свет. Вот здесь он находится. Дальше. Со скулами мы разобрались, но я тоже их нарисую, как они у нас идут. То есть вот так вот. Здесь хорошо могут помочь ваши знания о контуринге лица. Дальше на губках. Самая светлая губа, самая освещенная, это нижняя губа. То есть посмотрите на меня, посмотрите на себя, посмотрите на Давида. Видите, у него нижняя губа более освещенная, чем верхняя. То есть когда у вас более повернута к свету плоскость, она более светлая. Когда она у вас менее повернута, она уже становится более темной. Нижняя губа находится, вот если сбоку смотреть, нижняя губа находится перпендикулярно чаще всего к источнику света, поэтому света на нее падает больше всего. На верхнюю губу свет не падает, либо он отраженный, либо он рассеянный. То есть когда у нас отовсюду идет свет, то на губку верхнюю тоже попадает свет. Имейте это в виду. Дальше. Под нижней губой находится складка. Она есть не у всех людей, поэтому тоже обращайте внимание на вашу модель. Хорошо ее изучите. Посмотрите, есть ли у нее эта особенность, насколько она выражена, потому что бывает даже более выражена, чем на данном лице. Дальше подбородок у нас, посмотрите, формируется как будто бы из таких вот небольших шариков, между которыми есть тень. Убираю, смотрите. Здесь есть область какая-то более освещенная и менее освещенная. Весь подбородок это у нас один большой приплюснутый шарик. То есть всю форму можно представить в виде определенного набора фигур, на которые советую вам разбивать лицо, чтобы понимать, как идет форма у той или иной области лица. Допустим, глаза это шар, поэтому здесь у нас мазки идут вот таким образом. Опять же, как на авокадо.